Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. В этом видео для продвинутых пользователей я еще раз расскажу о состояниях. Это видео будет полностью посвящено о состояниям. Итак, в колесе жизненного баланса представлено 8 сфер. Каждая из этих сфер играет важную роль в жизни человека, и есть всего там 2 сферы, в которых есть финансовые показатели. Это там деньги, карьера и бизнес. Все остальные 6 сфер, они посвящены не финансовым показателям, и поэтому, если вы можете улучшить какие-то свои нефинансовые показатели, в финансовых показателях вас ждет значительный прогресс. Итак, наше состояние мы в классическом колесе жизненного баланса оцениваем цифрами от 0 до 10. 0 – это не очень стабильное состояние, 10 – это стабильное состояние. Для удобства оценки состояния мы вот всю эту шкалу от 0 до 10 разделили на 3 части, и начну всегда по методике рассказывать о том, как правильно оценивать свое состояние. И вы берете любую сферу, допустим, отношения и семья, и оцениваете сверхние состояния. Задаете себе вопрос: могу ли я оценить свое состояние в семье и отношениях на уровне 8-10 как очень стабильное состояние? Если вы получаете ответ нет, спускаемся на следующее состояние, которое базируется между цифрами 4-8 и называется стабильное состояние. Могу ли я свои отношения в этой сфере оценить как стабильное? Если вы получаете ответ нет, дальше спускаетесь до состояния 0,4 как очень нестабильное состояние. Здесь вы можете еще раз задать этот вопрос, но уже путем отбрасывания двух других состояний понимаете, что у вас состояние будет 0,4. Почему это так делается? Если вы пойдете в противоположном направлении, то есть оцениваете вы состояние отношения и семья на уровне 0,4 как нестабильно, получив ответ да, мои отношения очень нестабильны и так далее, вы не можете прогнозировать другие сферы, это будет неправильно. Почему? Потому что вы на состоянии 0,4 застреваете и не оцениваете другие возможности. Итак, в каждом состоянии очень нестабильным, стабильным и очень стабильным всегда существует миссии. Вот миссия состояния 0,4 – это состояние страдания, стремление к цели через страдания, разочарование или какие-то другие негативные эмоции. Почему? Потому что вы почему-то решили, чтобы получить порцию любви или признания, нужно обязательно пострадать, а лучше всего пострадать за других. Вот. В состоянии 8-10 вы находитесь в миссии реализовывать совместные планы и мечты, и состояние 8-10 еще характеризуется тем, что у вас всегда есть возможность много заработать и заработать положительного опыта и заработать больше денег, потому что состояние 8-10, когда вы не опираетесь на свой собственный опыт, собственные силы, а используете возможности, которые есть в этом мире, и просто вы поворачиваете туда, где нужно, в тот момент, когда это нужно. В состоянии 0,4, несмотря на то, что у вас есть четкая карта действий, как нужно поступить, вы через сомнения, через то, что вы не можете принять решение, не поворачивайте туда, куда нужно, и не используйте тот момент, который вам судьба дает не один раз. И состояние 4-8 – это такой промежуточный результат, промежуточная миссия – это адаптация к жизни без проблем. То есть вы начинаете понимать, что в состоянии 4-8 вам не обязательно жить в обнимку с проблемами, неприятностями. То есть вы отбрасываете эти проблемы как ненужный элемент, которым вы вдоволь уже напользовались в состоянии 0,4, и вы уже совершенно уверенно понимаете, что вам проблематика совсем не нужна. Далее. Чем характеризуется состояние 0,4 нестабильное? Вы решаете задачи с дефицитом ресурсов. Из-за чего это происходит? Это происходит из-за того, что вы не можете прийти к согласию со своим любимым человеком, не можете прийти к согласию с самим собой, вас одолевают сомнения. Эти сомнения
привлекаются внешними обстоятельствами, потом, когда вы не можете принять решение, вам приходится принимать решение под давлением внешних обстоятельств, это не самое лучшее решение, вот, и поэтому такая миссия реализуется. В состоянии 4-8 вы понимаете, что свои собственные силы, свой опыт, и понимаете, что его может быть недостаточно для достижения своих целей. Тогда вы реализуете миссию привлечения инвестиций для решения задач, привлечения ресурсов для решения задач. Это всегда совместные действия, это всегда понимание того, что нужно концентрироваться на определенной задаче. Вы понимаете, какой объем работ нужно сделать, вы четко понимаете, какие инвестиции на каком этапе нужно привлечь, вы понимаете, какие ресурсы вам необходимы, вы понимаете, какие эксперты вам дадут ответ, чего можно достичь, потому что вы не во всем разбираетесь. Вы всегда можете найти единомышленников, и это всегда умение презентовать ту задачу, которую вы хотите достичь, потому что презентовав эту задачу, озвучив, вы получаете как две категории людей. Одна категория людей вам будет помогать, а другая категория людей будет говорить, что эта цель неинтересная, у вас ничего не получится, и так далее. Поэтому в состоянии 4-8 вы можете озвучивать свои идеи, свои проекты, совместные планы. В состоянии 0.4 вам эти планы озвучивать, скорее всего, нет смысла, потому что вы будете озвучивать не для тех людей, не для тех единомышленников, или не для той среды, кому эти планы будут интересны. Миссия в состоянии очень стабильном 8-10 это навыки, знания, опыт, монетизированные так, что вы можете управлять чужими ресурсами. То есть состояние 8-10, оно состоит в том, что вы переполнены энергией, у вас есть ясность в каждой сфере, чего вы хотите достичь, с чего вы хотите начать. Вы понимаете единомышленников, которых вы хотите видеть рядом, и вы можете любые знания, навыки свои, чужие монетизировать, то есть найти тех людей, условно того заказчика, которому это будет интересно, и вот это вот состояние 8-10 очень хорошо дает эффект в сфере денег и в сфере карьеры и бизнеса. Большинство людей, которые не пришли к тому, что имеют собственный бизнес, они еще даже не представляли, что можно быть специалистом в одной сфере и параллельно иметь бизнес, то есть возможность совмещать у них не ставилась задача, и они не видели такой возможности. Вот состояние 8-10 это умение и возможность совмещать свои и чужие цели, находиться там, где требуется ваше знание и опыт, и умение этот опыт монетизировать, то есть продать. Почему? Потому что ваш опыт – это умение справляться с трудностями, с рисками, это человеческий фактор, когда вы свою настойчивостью достижения цели преодолеваете это, привлекая экспертов и других людей. Итак, есть еще другие формулировки миссии стабильного, нестабильного состояния. Я буду немножко подглядывать, потому что тема сложная в конспект. Итак, нестабильное состояние характеризуется таким качеством, как эмоциональные качели. То есть проявление эмоций идет через край. Проявление эмоций всегда говорит о том, что человек не готов принимать решения, эмоциональные качели на уровне «люблю» и «ненавижу», то есть две диаметрально противоположные эмоции соединяются в один момент, и эмоциональные качели дают такое направление, как минимализм в действиях. Вот в тот день, когда вы вступили в эмоциональные качели, никаких решений, как правило, не принимается, не потому что вы не хотите, а потому что их невозможно принять, потому что вы погружены в эмоции. Следующий момент, если вы приняли какое-то решение, оно будет не самым идеальным. Лучше всего взять паузу, проанализировать это
это состояние или эту ситуацию в спокойном виде, тогда вы можете наметить планы действий, которые требуют меньшего времени, и вы увидите путь к цели гораздо более рациональный и более лучший. В стабильном состоянии у нас происходит, что у нас происходит мобилизация ради цели, и самое главное, что происходит в стабильном состоянии, эмоции находятся под контролем цели. Во многих там источниках говорят, что эмоции находятся под контролем человека, но если очень так точно разобраться, это вот наша версия происходящего, то эмоции находятся под контролем цели. То есть если вы понимаете цель, которую хотите достичь, вам понятны краткосрочные результаты достижения этой цели, долгосрочные результаты этой цели, вы понимаете, что если цель ясна, уже переживать сильно не стоит. Уже есть смысл просто мобилизоваться, расслабиться, эмоции будут уже после победы, и вот состояние стабильным, доминирование положительных эмоций всегда будет. Неприятные эмоции тоже могут быть, но они не так захватывают, потому что, если мы вспомним принцип эмоциональных качелей, если вы качнулись в одну сторону, у вас состояние «люблю», качели качнулись в другую сторону, вы находитесь в состоянии «ненавижу», вот состояние стабильном 4-8 вы больше находитесь в одной стадии положительных эмоций, когда вы понимаете, вот есть цель, есть положительные эмоции, которые сопровождают вас, когда вы пытаетесь ее достигнуть. Возможно, вы эту цель достигнете не с первой попытки, не со второй попытки, понадобится несколько попыток. Делая попытки, вы понимаете, что цель становится актуальной или подтверждаете актуальность цели, и делаете попытки, вы к ней приближаетесь. В состоянии 8-10 вы в состоянии очень стабильном, вы мобилизуетесь ради того, чтобы заработать. Если в состоянии 4-8 есть цели, есть какая-то определенная польза, в состоянии 8-10 вы эту цель уже хорошо монетизируете. Вот то, что я предыдущим 10 минут назад говорил, то есть в состоянии 8-10 вы мобилизуетесь ради того, чтобы заработать. Почему? Потому что вы навыки, знания, опыт монетизируете таким образом, что находятся те заказчики, которые находят ваш опыт привлекательным, и они готовы за это заплатить. Итак, теперь, понимая все состояния, которые есть, вы понимаете, зачем в каждой сфере нужно выравнивать свое состояние от нестабильного к стабильному или к очень стабильному. Итак, еще раз напомню, что у вас есть первая полусфера: отношения, семья, здоровье, спорт, деньги, духовный рост и творчество. Если вы первую полусферу укрепите, особенно сферу здоровья и спорта, у вас появляются силы и энергии для того, чтобы легко управлять процессами 8-10 в сфере денег, потому что вам понадобится некий запас физических сил, запас эмоциональных сил. Если у вас здоровье здесь будет подводить, то вы здесь максимум можете находиться в состоянии 4-8, то есть вы можете рекламировать себя, свои услуги, свои навыки, они будут использоваться периодически раз в году, но вас, скорее всего, не назначат или не примут в качестве руководителя чужого инвестиционного проекта, потому что вы должны управлять людьми, вы должны управлять другими ресурсами, для этого нужна физическая сила. Дальше духовный рост и творчество находится по диагонали со здоровьем. После того, как укрепили здоровье, вам нужен для себя определить некий набор жизненных ценностей, которые вы опираетесь, когда сталкиваетесь с трудностями. Вы будете понимать, ради чего вы можете мобилизоваться ради цели, и вы будете понимать, какие жизненные принципы вы ни при каких случаях не будете нарушать. Отношения, семья и деньги находятся по диагонали. Если вас вдохновляет любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина, вам будет очень легко зарабатывать деньги, то есть переходить в состояние 8-10. Но если этого не происходит, и сфера отношения, семья провалена, у вас всегда есть возможность здесь начать сначала, но используя уже свои сильные стороны в других полусферах. Следующая полусфера колеса жизненного баланса — это друзья, личностный рост, карьера и бизнес, и яркость жизни. Это зона максимальных возможностей, зона максимальной реализации тех навыков, которые у вас есть, тех способностей, которые вы можете развить.
Среди друзей и окружения мы всегда ищем единомышленников. Это состояние 8-10, именно поиск единомышленников. Состояние 0,4, друзья и окружение, вы проходите этот путь для того, чтобы понять, что не всем друзьям, знакомым, родственникам вы можете помочь, и лучшее состояние, в котором вы можете помочь друзьям окружению, это состояние 8-10, когда вы будете вдохновлять их собственным опытом, самостоятельно решать свои, задачи. Состояние 0,4 вы за них переживаете эмоционально, за них тратите время. Возможно, кому-то и нужно помочь, но это не должно быть системным решением, когда вас друзья и знакомые используют в качестве человека, который решает их вопросы и ситуации. В сфере личностного роста вы всегда столкнетесь с возможностями, как знания монетизировать, как знания применить в том бизнесе, где вы находитесь. И самое лучшее, когда вы раньше всего начнете преподавать, именно практиковать свой навык и знания делать достоянием ближайшего окружения, либо быть экспертом для своей отрасли, и через преподавание идет структурирование тех знаний, о которых вы имеете, или вы чувствуете, что вам не хватает каких-то знаний, их нужно получить. Состояние 0,4 вы здесь получаете знания, в состоянии 4-8 вы их структурируете, применяете к своей собственной жизни, в состоянии 8-10 вы уже делитесь, становитесь экспертом. Здесь по диагонали находится яркость жизни, состояние 0,4. Вы перемещаетесь в ту территорию, в ту сферу, где вы заряжаетесь энергией, в состоянии 8-10. Неважно, где вы находитесь, всегда людям хорошо. Территория благоустраивается. Вы тот человек, которого всегда рады видеть, который является источником хорошей, качественной яркости жизни. Вы появились, все люди от присутствия вас реально зарядились пониманием того, что можно изменить свою жизнь в лучшую сторону. Здесь в яркости жизни нужно переместиться в состояние 8-10. Это возможно, когда вы будете развивать сферу личностного роста. В сфере карьеры и бизнес-состояния тоже легко применяется. Еще раз возвращаясь к тому, в состоянии 8-10 вы мобилизуетесь ради того, чтобы много заработать, то есть вы открываете собственный бизнес. В состоянии 0,4 у вас есть какая-то карьерная лестница, она может быть связана с тем доходом, который вас устраивает, но личное дело дает вам возможность полноценно использовать ваши возможности. Вы развиваете тот бизнес, который вы хотите, до той степени, как вам нужно. При этом можете вполне спокойнее работать где-то наемным сотрудником, понимая, что есть бизнес, где вы принимаете решения как собственник, и есть работа, где вас ценят как эксперта, и ваш опыт полезен. В состоянии 4-8 вы реализуетесь в другой сфере, в которой вы востребованы как эксперт, как, может быть, визионер. Всегда нужно себя попробовать в параллельной сфере, это дает вам дополнительный опыт, дополнительные инсайты. Итак, дорогие друзья, в этом видео для продвинутых пользователей я немножко коснулся темы состояний, миссии этих состояний. Тем, кому было интересно видео, ставьте лайк, пересылайте друзьям, знакомым, предлагайте свои темы в комментариях. Я желаю всем хорошего дня, верю, что у вас все получится, и как тут мне показывают, пока-пока, желаю всем хорошего дня.